Друзья, привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Я нахожусь в одном из самых древних городов Европы. У меня за спиной грандиозный монастырь, где похоронен великий мореплаватель Васко да Гама. Передо мной Атлантический океан. И, наверное, вы догадались, я в городе Лиссабоне. Португалию я тоже рассматривала как одно из мест, из возможных мест для иммиграции, для людей зрелого возраста. И здесь я как раз повидалась, встретилась с такими людьми. Каждый из них переехал в Португалию по разным причинам, в разное время. Все они переехали в возрасте за 40. И как раз они расскажут об адаптации, о том, что нравится, что не нравится, как здесь им живется, дорого-недорого. Ну, в общем, много всяких бытовых и эмоциональных вещей. И, конечно, нам никуда не деться от красот Лиссабона, потому что это город, по которому надо ходить, которым надо любоваться, которого надо пробовать на вкус. Поэтому, друзья, отправляемся в путешествие по Лиссабону. Знакомство с городом начинаю с площади коммерции, одной из самых больших и красивых площадей Европы. Для древнего Лиссабона, который немного моложе Афин, площадь совсем юная. Построена она после 1755 года, буквально на руинах. Страшное землетрясение тогда разрушило почти 80% городских построек. Любимое место для селфи – статуя короля Дона Жозе I на коне. Именно при нем началось восстановление площади и всего Лиссабона. Второе место по количеству селфи занимают вот эти авангардные скульптуры. Еще одно место на площади коммерции, облюбованное туристами – мраморная лестница на пристани. В старые времена сюда прибывали венценосные гости, торговые каравеллы и даже корабли с экзотическими животными – слонами, львами и носорогами. Их потом по городу водили. А в 1957 году на эту лестницу ступила нога английской королевы Елизаветы II, прибывшей в Португалию с официальным визитом. Если топать дальше лениво, можно сесть в тук-тук и проехаться по самым известным достопримечательностям Лиссабона. Стоимость в зависимости от маршрута, несколько маршрутов и сколько у вас людей. Вот есть такие с большим количеством сидений, есть с малым. Где-то от 17 до 50 евро за маршрут. Так что тоже симпатичное место. И веселые ребята. Экономии и здоровья ради я решила изучить город пешком. Направляюсь к богато украшенной Триумфальной арке. И через нее попадаю на главную пешеходную улицу – Руа Аугуста. И, о чудо, меня встречает настоящий волшебник. Ну вот и первые рождественские чудеса в Лиссабоне. Видите этого мужчину? Я обошла вокруг него несколько раз. Он реально висит в воздухе, и там ничего нету под ним. Через несколько метров очередное волшебство. Прямо в витрине ювелирного магазина. Уличные артисты, магазинчики и кафешки. Подобное можно встретить в историческом центре любого европейского города. Но у Лиссабона есть свои неповторимые фишки. Фишка первая – бесконечные лестницы. Вот эта длинная лестница за моей спиной – это одна из 155 тысяч
лестниц, подъемов и спусков, которые я преодолела, гуляя по центру Лиссабона. Перепад между нижней частью Лиссабона и верхней составляет 45 метров. И учитывая такие огромные перепады между нижней и верхней частью города, в начале 20 века был построен специальный лифт в стиле неоготики, который поднимает народ снизу вверх и сверху вниз. А сейчас это такой аттракцион туристический, исторический лифт, и на нем может прокатиться каждый желающий, и мы тоже это сделаем. Лифт поднял меня на высоту 45 метров, и отсюда открывается потрясающий вид на черепичные крыши Лиссабона и на развалины знаменитого монастыря кармелитов. Если с небес опуститься на землю, то можно разглядеть вторую фишку Лиссабона – живописные тротуары. Тротуары в Лиссабоне выложены вот таким камнем, маленькими квадратными камушками. Из них складываются такие узоры, а иногда прям целые живописные полотна. Это мостовые вечные. Вот как их сделали после землетрясения, после 1755 года, так они и сохранились. Фишка третья. Чуть ли не каждое второе здание облицовано керамической плиткой. Это типичная португальская плитка, изразец, называется азулежу. И пришел он в Португалию, как, впрочем, и в Испанию, которые долго находились под арабским влиянием и под арабским владычеством. Пришел он от арабов. Я не знаю, правда или нет, но некоторые из моих знакомых рассказывали, что азулежу активно использовалась после землетрясения. Надо было быстро восстановить город, и, в общем, дома строили из говна и палок, и понятно, что они очень быстро изнашивались, падала штукатурка, и для того, чтобы сохранить красивый вид здания, его украшали традиционной португальской плиткой азулежи. Друзья, я решила совершить смертельный удар по собственной фигуре и купила традиционную рождественскую сладость в Португалии. Называется филаш. Это такое воздушное тесто с шоколадом. Оно развалилось напополам. Оно похоже на наш хворост. Наш хворост, но оно не такое сладкое. И делается, вот как рассказала мне женщина, делается с шоколадом, с медом и просто с сахаром. Ну, так попробовать очень интересно, очень вкусно. Правда, не хватает, мне кажется, чая. Самое главное блюдо вообще в Португалии, везде, во всех регионах, это натальное блюдо. Вот сейчас вот у нас Натал, это Рождество по-португальски. Ага. Это бакаляу. Это бакаляу – это треска. Надо понимать... Рождественское блюдо треска? Да. То есть не индейка, а треска? Не, здесь треска, вот это их все. Знакомьтесь, Сергей Ганин, бывший петербуржец, нынешний лиссабонец. Переехал в Португалию почти 10 лет назад, когда она еще считалась задворками Европы, и из Москвы в Лиссабон даже не летали прямые рейсы. Я искал страну для эмиграции не для того, чтобы работать, для того, чтобы жить. То есть многие ищут там, билет в лучшую жизнь, работу там, или еще что-то. Я искал, у меня с работой, с деньгами было все хорошо в России, поэтому я искал именно место, где мне было бы удобнее путешествовать, ну или куда-то приезжать. То есть, грубо говоря, я искал второй дом. Со временем Лиссабон стал первым и единственным домом Сергея. И ему все же пришлось задуматься о заработке в Португалии. По результатам моих наблюдений, деньги, основные достаточно быстрые деньги с минимальным вложением, это либо туризм, либо стройка. Вот, стройку мне что-то не очень хотелось на тот момент, поэтому я выбрал туризм. Вот, и быстренько перепрофилировался в туристическое агентство, которое до пандемии работало очень успешно. И как бы я считал, что я поймал волну и неплохо так
здесь зарабатывать. Вот, понятно, потом случилась пандемия, ну и прочие другие события, которые как бы поставили крест на этом бизнесе. Опять-таки пришлось вернуться в стройку, организовать маленькую строительную компанию. И параллельно я сейчас перешел, то есть туризм я не оставил в стороне совсем, я его немножко перепрофилировал в экстремальный туризм. Я здесь закончил курсы по спелеологии, то есть я профессиональный спелеолог, поэтому здесь в этом плане терра инкогнита. Здесь можно пещеры на любой вкус и цвет, можно водить людей, потом рафтинг, дайвинг, ну и все такое. Увы, но в Португалии одни из самых низких зарплат в Европе. Ниже только в Болгарии. Логично предположить, что и стоимость жизни здесь невысокая. Я ставил специальный эксперимент, пока здесь строил свой дом, на какую минимальную, ну, на случай, вдруг случится какие-нибудь темные дни, и останусь без средств существования, без бизнеса и прочее. Ну, вывод сделал следующего. Первое, надо обязательно закрыть квартирный вопрос. Купить квартиру, взять там дешевую аренду, ну, короче, закрыть, чтобы у вас это было, вот эта часть была закрыта, потому что это очень важно, это очень большая статья расходов и очень большая, особенно сейчас, большая проблема найти хорошую квартиру, хорошее жилье по нормальной цене. Вот. А прожить именно питание и прочее, да, это не очень, на тот момент, в принципе, можно было на 200 евро в месяц прожить. Это было давно, это было давно. Сейчас, наверное, подороже, где-то, наверное, 500 евро нужно будет минимум. Для примера, в 2015 году я купил дом в центре Лиссабона, в Алфаме, за 65 тысяч евро. Я его через 2 года продал уже за 150 тысяч, а через... Да, а потом я купил квартиру в Эштариле, которая сейчас на данный момент стоит приблизительно 220-230 тысяч. При таких высоких ценах качество жилья очень низкое. В этом я убедилась, попав в арендованные мною апартаменты. Какой-то старый диван. Кухня тоже со времен деда Гороха. Она вся пообвалившаяся. Вот. Ну, есть какой-то минимум посуды. Я не хочу сказать, что хозяйка замечательная, она отзывается на все, поэтому ничего плохого про нее сказать не могу. Но квартира, конечно, полный пердемонок. Пол ламинат с такими щелями уже потрескавшимися. Ванная. Ребят, тоже со времен царя Гороха. Ванная сама. Ну, я не знаю, видите вы эту красоту или нет. Ну, то есть вот в советские времена я помню, что в нашей квартире была такая ванная. Это спальня. Ну, спальня обыкновенный шкаф. Но здесь меня привлек, я даже не знаю, что это. То ли это вентиляция, то ли это обогреватель. Посмотрите, как он старинный, он древний. Он весь в пыли и ржавчине. Но, знаете, есть большой плюс. У этой квартиры есть свой дворик. Да, она находится на 1-м этаже, дворик располагается на крыше. Сейчас я вам покажу. Представляете, вот здесь летом хорошо. Вот такой дворик. Не знаю, можно тут жарить что-то или нет. Холодильник, стол. И все так тщательно охраняется. Они друг от друга все охраняют. Посмотрите, везде решетки. Тут даже, видимо, колючую проволоку собрались повесить. И, в общем, они тщательно, все, посмотрите, все окна закрыты, забаррикадированы, в решетках, в жалюзи, у соседей тоже. А на этих дверях висят ключи, замки. Вот они, замки. То есть двери еще закрываются. Поэтому ощущаешь себя как в тюрьме. У меня в этой поездке был лимит. Я не готова была платить больше 50 евро за жилье. Поэтому, например, в Валенсии мне пришлось снимать комнату, там очень дорогая аренда. А в остальных городах Испании, Аликанте, Торревьеха, Малага, Фуэнхирола, я без труда сняла замечательные апартаменты, новые, со всеми там фишечками, сняла за 50 евро. В Португалии я не смогла, в Лиссабоне, про Лиссабон только говорю, и Порто тоже, кстати, я вам расскажу позже. В Лиссабоне я не смогла найти отдельное жилье
за 50 евро. Все начиналось там с 80 и до бесконечности. Это была единственная квартира, которую фактически выхватила. Очень не хотелось жить с кем-то делить санузел и кухню. Я просто выхватила. И я уложилась в 50 евро, там 48 евро в сутки стоит. Поэтому, в общем, это странно. Такая не самая туристическая, хотя, наверное, уже сейчас и туристическая страна, и такая высокая аренда. В общем, имейте это в виду, когда будете путешествовать по Португалии. А, кстати, как отапливаются дома в Португалии? Никак. То есть кондиционер, электричество? Кто как может, у кого какие финансовые возможности. Сами португальцы просто тепло одеваются. У них То дома... есть централизованного отопления в Лиссабоне, в Португалии, вообще во всей Португалии нет, да? Вот. Сколько вы за коммуналку платите, кстати? Я арендую дом, поэтому у меня коммуналка достаточно большая. Я плачу около 150 евро. В месяц? В месяц. Да. Но квартира у вас сколько? Небольшая, может быть? Квартира, кстати, не намного дешевле получается. Квартира где-то 42 квадратных метра обходится в 70 евро. Итак, жилье в Лиссабоне дорогое, не самое качественное, ну и коммуналка тоже кусается. Именно поэтому многие русскоговорящие мигранты ищут квартиру не в самом Лиссабоне, а по соседству. Город Сетубал, куда я направляюсь навстречу своими следующими героями, находится всего лишь в часе езды на электричке от португальской столицы. Вот это я люблю. Вот это все маленькое, узенькое и кривое. Это прям люблю, не могу. Ну что, винишко? Я винишко. Я тоже. Что в Португалии говорят, когда чокаются? Саут. 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 Здоровье. Мы сейчас чокнемся по-португальски. Ребята, за встречу, за знакомство. Давай. Саут. 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 Супруги Ольга и Алексей переехали в Португалию в 2021 году. Но перед этим у них была весьма занятная история знакомства. Я в 2018 году приехал в Москву. Это был как раз чемпионат по футболу. Но не то, чтобы мы ехали туда на чемпионат, мы приехали на открытую защиту курса по маркетингу в Британской высшей школе дизайна. Они каждый год делают открытую защиту, и туда может приехать кто угодно. И у нас было маркетинговое агентство, и мы из Ростова-на-Дону приехали туда, на эту защиту прям специально. Вот. И, собственно говоря, вот мы там что-то по Москве как-то мотались, и в интернете познакомился с Ольгой. Назначил свидание? И назначил ей свидание, потому что я должен был буквально через месяц лететь на встречу выпускников моей школы. А поскольку в России практически все через Москву, поэтому лететь мне было через Москву туда и обратно. Вот. И я назначил свидание. Вот. И на этот самолет я проспал. В следующий раз я попал в Москву только через год. Вот мы год переписывались, и на первое свидание я опоздал на год. Поначалу ребята, как удаленные сотрудники, хотели переехать в Испанию. Но она внезапно ужесточила требования к получению их вида ВНЖ. А соседняя Португалия, наоборот, смягчила. И Ольга с Алексеем отправились в Португалию. Мы здесь провели 10 дней. Мы здесь встретили Новый год. Мы на Рождество, я помню, мы купались в океане. Это было удивительно тепло и прекрасно. И нам настолько понравилось, что мы приняли это решение вот за вот эту самую неделю. В Португалии хорошие продукты, настолько хороши продукты, что их очень сложно испортить. Это первое. А второе, в Португалии настолько разношерстный и разнообразный, неправильно сказать набор, состав иммигрантов, что здесь есть кухня на любой вкус. Мы ездим, когда в Лиссабон, мы заходим в индусский квартал и едим просто в индусском каком-то, даже это, написано сверху ресторан, конечно, это какая-то забегаловка. То есть там даже пиво не продают, то есть просто это забегаловка для своих, и там невероятно вкусно и очень круто. Много китайских ресторанов, бразильцы молодцы, умеют готовить, итальянская кухня здесь вкуснее, чем в Испании. Это наша главная центральная площадь. Мы сейчас пойдем и посмотрим, как она выглядела 50 лет назад на той фотографии. Как и многие экспаты-удаленщики, Ольга с Алексеем – многостаночники. Одна из Ольных работ, к примеру, гид по Сетубалу. Почти все на свете начинается с этой прекрасной площади. Вот это вот музей, это новая церковь, она не главная в городе, есть другая главная. Адьос. Adeus, muito obrigada.
так много здесь снимаю собачек. Большая редкость, то, что мы сейчас увидели, это красивая собака. У нас с девчонками есть понятие порт-терьер. Это какая-то дворняга, но она при этом выглядит очень страшно, как будто ее зачали не в любви, и примерно каждая португальская собака такая. Если вы видите красивую собаку, породистую собаку с хорошим экстерьером, это значит, вам навстречу, скорее всего, идет экспат. А это наши мнины. Мнины – это девчонки. Мнина – это девчонка по-португальски. В какой-то момент одному чуваку, скульптор, забыла, как его зовут, поручили сделать нам 3 женщин. И у нас 3 жирные женщины. Это называется девочка со стулом, напротив девочка с чемоданом. Есть еще одна девочка без всего, называется Дольче Вита. Потому что ничего не тащит. Да. Вот. И потом через несколько лет у этого же чувака попросили сделать девочку, которая популяризирует двухколесный спорт. То есть девочка с велосипедом. Пора худеть, сказали. Вот, двухколесный спорт не прижился именно в Сетуполе, но, тем не менее, у нас есть 4 мнины. Смотри, ржавый цветочный ящик. Он здесь не просто ржавый, он с самого начала ржавый. Материал называется картен. То есть это задумка такая? Да, это такой материал. Дизайнерский. Очень много всего оформлено в нашем городе ржавого с помощью этого материала, потому что мне кажется, что конструкторы почесали репу и такие, оно все равно заржавеет. Здесь все ржавеет, плесневеет, здесь довольно жесткий климат, вот, и сразу сделали его ржавым. Вот смотрите, какие елочки красивые. Ой, вот надо уметь украшать витрины. Детки, которые выходят погулять на эту площадь, она абсолютно безопасная, машинки здесь не ездят, по ней бегают и могут зайти в магазин и потрогать все, что они хотят. И португальцы будут им рады, а не наоборот. Это фантастика, конечно. Вообще очень отзывчивые люди, очень готовые помочь. И у них нет излишней, вот этой вот сю-сю-сю, как в Италии, нет излишней эмоциональности, как в Испании. Очень конкретно нужна помощь. Сейчас я закрою свое кафе и пойду тебя провожать до того места, куда тебе надо. Опять собачка. Линдус. Это которые не привлекательные, да? Нет, это супер привлекательные. Como se chama? Nina. Нина. О, Нина. Нина. Нинка. Наша очередная Нина. Которая ничего на себе не тащит. Да, которая ничем не занята. А что-то я не пойму ее сложение. Это нога, она рука, сидит, да, и смотрит в небо. Когда я переехала в Сетупол, я сняла квартиру в самом центре, мы там скоро ее увидим, и стала думать, а как же быть дальше, продавать свою квартиру в Москве, не продавать свою квартиру в Москве, жить здесь дальше, не жить, что будет. Вот. И рассматривала Сетупол с точки зрения поиска жилья. Мне очень всегда безумно хотелось жить в старом городе. Мой прекрасный муж вообще против этого, но я очень хотела и до сих пор иногда хочу. Вот. И я пришла на эту площадь, смотрю, квартирка продается, вот там вот. Наверняка моих московских денег. Нет, в красном. В середине. Ой, такой узенький домик, хорошенький. Крошка домик. Вот, думаю, наверняка моих московских денег хватит на то, чтобы купить там квартиру. А теперь представьте ситуацию. Вы пришли покупать квартиру в понедельник. Посмотрели первый раз, прикольно, все устраивает, денег хватает, давайте вносить залог. Внесли залог в среду. Отлично, зашибись, в среду у вас залог, и вы уже обязаны купить эту квартиру. И, например, в следующий вторник вы ее покупаете. А в пятницу здесь начинается дурдом. Это место с примерно мая по примерно сентябрь превращается в дискотеку с пятницы по воскресенье. Непрерывную. Непрерывную. Здесь льется пиво рекой. Здесь танцуют люди, индусские диджеи заводят свою индусскую музыку. И я сейчас понимаю, что я бы могла в эту глупость вступить и вообще делать кучу всего. И мы с Лешей стали аккумулировать свой опыт про то, как ходили в банки открывать счета для Леши. Я-то успела пораньше. Как переоформляли
налоговый номер, чтобы стать налоговыми резидентами, как ходили первый раз лечить мне спину, как вообще выбирали жилье. Как выбирали жилье. Вот. И стали аккумулировать этот опыт и дошли до того, чтобы создали курс про переезд и адаптацию в Португалии. Он такой вообще про бытовуху. Я его так и называю, бытовуха. Воспользовавшись случаем, я узнала у ребят, какой тип ВНЖ Португалии подойдет женщине за 50, то бишь мне. Классическая, так называемая пенсионерская виза по удаленному доходу – это та самая D7. Это самая легкая виза. Давайте прямо сразу про условия. Это в районе десятки. Мы чуть завышаем на процентов, на 5 завышаем. 10 тысяч евро. Да, в районе 10 тысяч евро и пассивный доход в районе 900 евро. Работать по визе D, D7, да, правильно? D7, D7 да. можно? Да, можно. В Португалии? В Португалии, да, вы можете открывать здесь свое ИП и начинать работать. Более того, если у вас есть в момент, когда вы получите статус налогового резидента Португалии, вы будете отчитываться по налогам, по тому доходу, который у вас есть за рубежом, и там будете отчитываться, и здесь будете отчитываться, и здесь будете доплачивать те налоги, которые вы не доплатили. И здесь прогрессивная шкала НДФЛ. Конечно, до максимальной 48% вам нужно зарабатывать очень-очень-очень-очень много, но примерно 22% вы точно будете платить. Но можно иметь иждивенцев. Это очень выгодно, когда ваш муж, например, не работает или у вас есть несовершеннолетние дети. Все это уменьшается. И это уменьшается. Иногда до 0 уменьшается. Здесь очень такое, знаете, очень запутанная налоговая система. И очень социалистическое государство. Но очень социалистически направленная. То есть она буквально стимулирует вас заботиться о своих родных. Та самая номадская виза, номадская, не дается мне это слово, это виза, которую вы тоже, в принципе, можете получить, если вы работаете и получаете зарплату в районе 3000 евро. При этом накопление там, кажется, не очень нужно. Главное подтвердить, что вы получаете эту зарплату в течение определенного периода, не очень большого, по-моему, 3 месяца. Показать движение по счету и переехать сюда. То есть, если эти деньги для вас норм, то легче всего сейчас по этой номадской визе подаваться. До 2024 года, до конца 2024 года продлили ковидное, извините за тавтологию, продление Шенгена. Что это значит? Это значит, что если вы въехали в страну по Шенгену, вы можете легально, да, не выезжая из страны, оставаться здесь до конца следующего года, до конца 2024 года. Что для вас это значит? Для вас это значит, что вы можете претендовать на ВНЖ по открытию ИП. Вы такие топ-топ-топ в налоговую, регистрируете ИП. Это занимает 10 минут. Да. Лучше бы с переводчиком. Вот. И дальше вы получаете некий документ, который называется «Манифестасау де Интересе». То есть ваша заинтересованность в ведении бизнеса в Португалии. У вас не должно быть никаких денег на счету, вы не должны ничего зарабатывать прямо сейчас. И с этого момента вы начинаете сидеть и ждать, когда вам придет приглашение в СЭФ, чтобы подать документы на ВНЖ. Это может занимать 3 года. В эти 3 года вы совершенно легально живете в Португалии, пользуетесь какими-то благами, социальными благами, какими-то, не знаю, налоговыми благами, вкусно едите. При этом платите налоги. Выезжать вы не можете. Вы можете выехать один раз, а вот въехать будет сложненько. Человек, смотрите, какой хороший. Ой, господи. É a única que desce cá para baixo para ir aos gatos. Então tem que estar para. E agora tenho que fazer 320 km para ela ir. Я думаю, кот остался. У нас собака. Мы скоро увидимся. Что, пойдемте с парадного входа. Ух ты, к сожалению, это какой-то перекрыто. старинный храм. Это Люблю старые камни. Они сразу это видны. центральная площадь. Старая центральная площадь, которая не выдержала роста, который Сетубал получил из-за денег от великих географических открытий. И тогда Сетубал вышел из берегов и стал строиться в других районах. Но это церковь 13 века, кафедральный собор, собственно, Сетубала. Не тот красивый, который мы видели, а вот этот. Его достраивали, перестраивали, усовершенствовали. Вот, вообще, Красавец. да.
Сетубал изначально, это довольно старый город, 4 век до нашей эры, насколько я знаю, найдена информация о нем, жил промыслом рыбы и соли. У нас вот там вот в реке Саду добывается соль, а вот там вот в океане добывается рыба. Это все соединяли и получались консервы. Соленую рыбу. Консервы. Консервы. А вот там росли фиги, виноград, наверное, какая-то пшеница. И люди сюда приезжали заправиться для того, чтобы поехать, поехать на кораблях куда-то далеко, куда они собирались ехать. Час езды от Лиссабона. Раз. То есть недолго. В комфортной электричке я еду. А цены здесь какие? Ниже, чем в Лиссабоне? Значительно. Значительно. Существенно ниже, чем в Лиссабоне. Тихая, размеренная жизнь, при этом с хорошей инфраструктурой. Куча кафе, старый город, храмы кому-то нужно. Ну и, в общем, я так понимаю, что много-много всяких фишечек, да? Да, при этом очень неплохая инфраструктура именно для детей. Есть спортивные секции, есть садики платные, конечно же. Есть хорошие школы. То есть есть куда что поделать ребенку, и это супер важно. И есть морешко, до которого никуда не надо ехать. Море, да, самое главное море. В Лиссабоне же надо куда-то ехать. Да, а у нас просто... Мы доступности, что ли? Да, мы с Лешей шутим, что любые 10 минут следующие, да, мы можем оказаться на море. Здесь мы купаемся круглогодично. Вопрос в чем? Поскольку это океан, то здесь вода всегда примерно одной температуры. Какой? И это примерно 17 градусов. 17-18 градусов. И считается, что это холодно. Особенно, когда летом тут там плюс 35-17, это холодно, прям лезть в эту воду. Но зато зимой, когда здесь плюс 9-17, это отлично. И слово «купаться» все-таки не совсем подходит к тому, что мы делаем. Мы забегаем и выбегаем. Приезжайте к нам, расскажем, покажем с любой целью. Просто погулять, вкусно поесть, подегустировать винишко. Или у нас есть какие-то возможности, туры и что-то еще, экскурсии про адаптацию. Вот. Мы просто будем рады поболтать даже, потому что в Сетублу нужны хорошие люди. Да. Попрощавшись с ребятами, я вернулась в Лиссабон и на следующий день решила прокатиться на знаменитом лиссабонском трамвайчике. Вот этот обычный 28-й трамвай, на него всегда стоит огромная очередь. В чем секрет? Секрет в том, что он обычно только для лиссабонцев. Это, на самом деле, общественный транспорт. А туристы выстраиваются в эту очередь, чтобы проехаться на историческом трамвае по самым старинным улочкам самого старинного района Лиссабона Алфама. Трамвай 30-х годов, внутри сохранен исторический интерьер, то бишь деревянная отделка и латунные ручки. Если вам не лень стоять в эту очередь, можете проехаться. Еще большой плюс, что вы платите как за обычный общественный транспорт. Евро 65 стоит проезд на историческом трамвае по историческим улицам Лиссабона. Трамвайчик везет меня в самый старый, самый колоритный и самый холмистый район Лиссабона – Алфаму. Эти домики построены на скалах, благодаря чему Алфама лучше всех пережила землетрясение 1755 года. Здесь, в отличие от других исторических районов Лиссабона, сохранилась средневековая хаотичная планировка улиц. С уверенностью могу сказать, что Лиссабон – это город самых маленьких тротуаров. Посмотрите, вот это мои ноги. Вот я иду. И вот здесь только одна моя нога помещается. А между прочим, в нескольких метрах от моей ноги трамвайные пути. Вообще очень опасно. Учитывая травмоопасность лиссабонских улиц,
Я почему-то захотела получше узнать о качестве и стоимости португальской медицины. От 20 до 100 евро стоит Да. семейная страховка. Вот что Месяц не в входит месяц. в твою страховку, не входит. У меня туда, туда уже входит стоматологическая помощь, уже входит, но в зависимости от уровня страховки, в самый нижний вариант вообще туда ничего не входит про зубы. В зависимости от уровня страховки вы либо больше, либо меньше вам компенсируют. И здесь... Дают скидку, да, практически за все. Здесь всегда платишь, то есть практически ничего не бывает бесплатно. Вопрос в том, сколько ты платишь, да. И то, что совсем неизвестно в России, а здесь является нормой, по страховке и по рецепту, который вам выписал врач, вы приходите за лекарством в аптеку, и у вас скидка на лекарство может быть до 90%. Если вас взяли по скорой, то есть вы привезли в какую-то больницу, там принимает фельдшер, не знаю, как его зовут, он, короче, определяет ваше состояние. И по его субъективному мнению, он считает, вам нужна экстренная помощь или вы можете подождать. И в зависимости от этого он вам цепляет браслет с определенным цветом. Например, зеленый браслет вы можете ждать свои услуги до 48 часов. А если у вас там оранжевый браслет, то это значит урженты, это очень быстро, нужно вам помочь в течение 40 минут. Вот, соответственно, тут многие иммигранты уже делают свой артистические способности. Именно. Я вот к этому как раз и подвожу, что те, кто здесь живут долго, они уже знают такой лайфхак. То есть, когда вы попадаете к этому фельдшеру, вы должны говорить вам очень-очень плохо, вы сейчас умрете. Вот, и тогда я 2 раза так и делал. Это, без преувеличения, главная жемчужина Лиссабона. Да ладно Лиссабона, всей Португалии, всего мира. Грандиозный монастырь Жеронимуш. Его я оставила на десерт. Пару слов об этом грандиозном сооружении. Построил он на деньги, полученные от продажи индийских специй. Это получается 15-16 век, время расцвета Португалии, когда были открыты морские пути, в том числе очень важный путь в Индию. И вот мореплаватель, великий португальский мореплаватель, который проложил морской путь в Индию для Португалии, Васко да Гама, похоронен в этом монастыре. Что еще можно о нем сказать? Вот если вы любите архитектуру так, как люблю ее я, то, посмотрев на этот монастырь, вы сразу не сможете определить, в каком стиле он построен. А все потому, что стилей здесь несколько. Но вообще он имеет свое название, называется стиль Мануэлина. Это такая португальская версия Ренессанса. Дело в том, что этот стиль смешал в себе многие другие стили. Здесь вы увидите и готику, и мавританские мотивы. Все-таки Португалия долгое время была под арабским владычеством. И немного Индии. Стиль Мануэлина – это такое, знаете, впечатление, которое получили португальцы от индийского искусства. Стиль очень нарядный, очень богато декорированный. Можно подолгу стоять и смотреть на огромное количество украшений, декора, которые украшают стены и порталы этого монастыря. Сейчас я встану в эту огромную очередь и попытаюсь попасть внутрь.
А тем временем в Лиссабоне наступил вечер, и я вновь окунулась в волшебную рождественскую сказку. Ну что, друзья, я прощаюсь сегодня с рождественским Лиссабоном. Я на главной площади, на площади коммерции, где вот главная елка располагается. Вы знаете, Лиссабон зашел мне, но зашел больше как туристский. Пожалуй, я бы назвала его самой атмосферной, теплой и дружелюбной столицей Европы. Ты в самом деле чувствуешь себя как дома. Ты чувствуешь себя в безопасности. Наверное, это все-таки благодаря необыкновенной открытости, доброжелательности самих лиссабонцев и, мне кажется, португальцев. Поэтому я точно сюда вернусь. Я многое не успела увидеть, я многое не успела прочувствовать, и мне хочется продолжить знакомство с Лиссабоном. Я не уверена, что я хотела бы здесь жить, и позже, когда я уже уеду из Португалии, я объясню, почему я не выбираю Португалию в качестве места для иммиграции, но любовь в моем сердце к Лиссабону осталась. Друзья мои, я очень благодарна всем, кто подписывается, лайкает, какие-то свои впечатления высказывают, потому что это так важно, когда ты долго путешествуешь, снимаешь, устаешь, проклинаешь все на свете, и вдруг видишь хорошую и нехорошую реакцию, просто реакцию, главное, чтобы она была. Вы знаете, как это мотивирует, как это вдохновляет и дает тебе силы на путешествие, на исследование жизни, на то, чтобы найти информацию, которая будет полезна не только мне, но и вам. Так что, друзья мои, я с вами прощаюсь, гуляю последний раз по рождественскому Лиссабону. Всех целую, ваша Юля.